И я приветствую вас, представители знака Зодиака Дева. Второй расклад. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Что откроется, возможно, может быть и тайна. Или что ведет к переменам? Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 апреля. Что, может быть, еще и меняется и заставляет вас несколько скорректировать планы. Итак, достанем 6 карт, и у нас сегодня оракул Ленорман цыганский. Посмотрим именно на события. И хоть эта колода создавалась очень давно, и прописанные значения, они весьма специфичны, но мы с вами переложим на нашу современную жизнь и как альтернативный вариант с вами рассмотрим. Конечно, останемся реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но, возможно, даст вам подсказку, какой-то пазл сойдется. А вот смотрите, деньги вам выпадают, поэтому деньги есть, деньги будут, а для кого-то вопросы, может быть, по деньгам вы будете решать, или это будут банки, к примеру, да, кто у кого-то проиграется, как вы хотите взять кредит или наоборот, этот кредит погасить, или это будет касаться работы, откуда к вам приходят деньги. Словом, давайте достанем еще 5 карт. Одна вам уже выпала. События ближайшего будущего. Что скоро случится или произойдет? С чем связаны эти события? Или что откроется? Что для вас прояснится? Дополним картами Таро. И первое – неожиданность. Неожиданное событие. Вторая карта – добрые события. Что спешит на ваш порог или что вам важно услышать, что вам будет помогать, с чем это тоже связано. И по основным сферам жизни – работа, учеба, бизнес, ваши достижения, ваше творчество, энергия денег, финансы на 10 дней, любовь и личная жизнь. Что же за деньгами следует? Карта так и называется «Тоска». Тоска – это значит, ну, это могут быть какие-то воспоминания о прошлом, может быть, это какая-то история, больше это с чувствами, безусловно, связано, что-то мы хотели продолжать, и здесь у каждого по-разному, либо в силу непреодолимых каких-то событий вы вынуждены были расстаться с любимым человеком, или какая-то история подошла к концу, человек что-то тут передумал, переиграл, а вы все равно где-то еще находитесь вот в воспоминаниях о прошлом. Поэтому здесь самое главное не хандрить, все переложить на какую-то конкретику. Но, с другой стороны, про конкретику опять же. Если вы один или одна, то тут тоже нет смысла тосковать. Значит, надо подумать о том, как расширить свой горизонт в плане или позволить, чтобы новые люди вошли в вашу жизнь. И значит, где можно познакомиться. Или каким образом вы будете продумывать. Кто-то, может быть, и про путешествия будет думать, а кто-то пойдет учиться. Одним словом, вы можете искать людей по интересам тоже. По интересам я имею в виду для того, чтобы вот эту самую как-то тоску свести к нулю. Здесь есть какое-то разочарование, это точно. Но вы сейчас, тем не менее, карта деньги выпадает. Я так могу предположить, вы достаточно ресурсный. Кто-то из вас может говорить или думать, по крайней мере, что вот как-то личная жизнь у меня не складывается. И тогда не надо хандрить, а надо проанализировать и обдумать именно конкретно, каким образом изменить эту ситуацию. Это выпадает аркан «Служанка», так он называется. Опять же, повторяю, карты эти были прорисованы достаточно давно. Но если мы переложим на нашу реальность, то эта служанка – это тот, кто, ну, либо нам помогает, причем за плату, либо кому мы помогаем за плату. Увы, иногда такое проигрывается и в личной жизни, и без всякой оплаты. Это мы пытаемся кому-то угодить. Может быть, и кто-то вам угождает, но это ни разу не говорит об какой-то искренности. Вот, кстати, у кого-то из вас вот эти две карты могут быть взаимосвязаны. Либо вы видите, что человек именно в вас заинтересован, а интерес это дело такое сегодня есть, а завтра прошел. Или
Вы сами понимаете, что вы заинтересованы в ком-то, и вы пытаетесь найти какой-то контакт. Может быть, даже где-то услуга за услугу. Или решить какой-то вопрос по финансам. Может быть, у кого-то из вас вторичный какой-то доход. Или мы в целом возьмем, есть у вас работа, к примеру, да, но вы пробуете себя в каких-то новых направлениях и пока не определились. И одну какую-то вы попробовали как работу, да, приложение ваших талантов, усилий или просто времени, потому что я могу допустить, у кого-то деньги будет означать, что именно нужно решить какой-то финансовый вопрос. И вы где-то больше настроены именно на работу. Но у кого-то эта служанка может все же проиграться через личную жизнь, когда это вам надоело быть служанкой. Ну, так, если по-честному говорить, давайте пойдем дальше. Встреча. Ну, это какие-то контакты. Здесь нам, конечно, показана больше личная жизнь. Может быть, это вы планируете встречу и продумываете какие-то отношения, к чему они идут. Но хотя карты, опять же, прорисованы были раньше, и здесь нам больше про любовь. А все же наша жизнь не всегда про любовь, хотя вы можете продумывать, каким образом я могу расширить диапазон знакомств. И по аркану встреча у кого-то из вас может быть в личной жизни конкретная встреча, которую вы планируете, или какую-то поездку, а для кого-то из вас важная, возможно, и деловая встреча, по крайней мере, в эти 10 дней. Но вот, наверное, пустых надежд очень символично одна на другой карты падает, как и тоска, так и надежда. Поэтому будет очень важно избавиться как от пустых надежд или от каких-то сожалений. Но они вас еще как эмоции, ну, такое может присутствовать. Вполне вероятно, это тоска или сожаление, надежда. А в этой колоде карт, в цыганском оракуле, обратите внимание, нам показано, ну, можем предположить, что это девушка, потому что в таком длинном платье, и словно у нее завязаны глаза, и она словно прикована к какой-то рамке, да еще и цепью. Она не может двинуться, явно нам художник передает, что нет возможности как бы вырваться из этого плена. Да и сама она находится в небольшом пространстве, а вокруг даже сложно сказать, или это где-то облака, я могу такое предположить, и нам, может быть, это как луна, прообраз, да, вот этот круг, на котором она восседает, это мы где-то в эмоциях застреваем, а реальность она у нас совершенно другая. Поэтому если зависимые отношения, сложные отношения. Это вы, мои дорогие девы? Мы спросили, что, какая правда, может быть, откроется или что ведет к переменам. Насчет правды сказать сложно. Правду вы можете открыть сами. А вот то, что ведет к переменам, вам, может быть, надоело это пустое ожидание. Или вам надоело быть в какой-то подвешенной ситуации. И пусть у кого-то это проиграется через личную жизнь, но у кого-то, я могу предположить, и через работу. Надоело буквально, может быть, вот как по аркану служанка, работать в пустоту. Нет такого же эквивалента финансового. Тогда я могу предположить, что вы будете искать какой-то вторичный заработок или вторичный доход, или что-то обдумывать по работе. Или если по личной жизни, тут вы тоже не захотите одевать розовые очки. Вы от чего-то, мои дорогие девы, буквально устали. Но какая-то встреча, вполне вероятно, у вас, ну, как минимум, вдохновение, или пусть это если по работе какие-то контакты, вы идете вперед вот в эти 10 дней. И для вас это может открыть тоже какие-то новые возможности. И посмотрите радость. Вот, наверное, самое главное не замкнуться в самом себе или бездействие какое-то. Оно у вас должно перейти в то, что вы в некоторых вопросах как последний аккорд сыграете или расставите все по местам. Есть отношения, будет ли там прогресс или нет. Есть конкретная работа, что она мне приносит. Опять же, могу я там реализовать все свои таланты и получить долженствующий финансовый эквивалент, или меня будут за нос водить. Вот какие-то подобные вопросы вы можете решать как и по деньгам, так и по личной жизни. Неожиданности.
Туз кубков – радость, правда? Радость, праздник или какая-то, может быть, и приятная встреча. По тузу кубков иногда это информация. Если мы говорим, что откроется, вы знаете, тут может быть контакты с каким-то человеком, например, да, который уделяет вам чуть больше знаков внимания, может быть, тем самым пытается вам дать понять, что, ну, для начала есть какой-то интерес. Хотя вполне вероятно, по тузу кубков это может, если вы ищете работу, то и по работе вас что-то радовать. Или саму работу вы найдете. Но, безусловно, туз кубков – это карта радости, своеобразного праздника и хорошего настроения, это точно. Может быть и признание в любви, все же это кубки, и это в неожиданностях или неожиданные события, что вам помогает, мои дорогие девы. А когда вы куда-то не торопитесь, по рыцарю Пентаклей, кстати, если есть финансовая брешь и выпадает рыцарь Пентаклей, у нас всегда в нашем окружении есть тот человек, который нас может выручить деньгами. Может быть, вам нужно закрыть какой-то платеж, а ваши деньги задерживаются. У кого-то печаль, тоска, потому что, ну, деньги где-то заплутали, вы то, что вам причитается, то, что вы заработали, вы не можете получить вовремя. И из-за этого вот есть и надежды, может быть и так. Тогда я могу предположить, если действительно у кого-то заработанные деньги никак до вас не дошли, то в эти 10 дней, я думаю, вы их все-таки получите. Ну, даже если у вас складывается какая-то патовая ситуация и действительно нужно совершить платеж или какую-то важную проплату, есть тот человек, который вам помогает. Причем очень часто мы на него даже не думаем, не рассчитываем, а тем не менее нам карта говорит: ты проанализируй, и если тебе нужно решить подобный вопрос, ты его обязательно решишь. Но если мы говорим, что вам помогает, это какая-то детализация того или иного вопроса, вам помогает. Это карта марафонского забега, когда мы можем определяться по работе, и что мы будем продолжать лет 10-20. Я могу такое предположить, когда вы сами что-то будете просчитывать, причем с вниманием к мелочам. Есть какие-то вопросы, которые вы не можете, ну, знаете, так сделать, хотя это на вас совершенно не похоже, надеясь на авось. Или надеясь на том, что «а я потом разберусь». Вот нет, рыцарь Пентаклей, он один из самых медленных рыцарей. И это предусматривает карта, что вот это внимание мелочам мы уделяем именно потому, что мы куда-то не спешим. Вот и вы куда-то не торопитесь. Здесь все-таки движение, оно присутствует. То есть какой-то прогресс в эти 10 дней есть. Но я не могу сказать, что это стремительное что-то или молниеносное. Но ваша задача заметить некоторые нюансы. И кто знает, что-то более крупное строится как раз из мелочей. И, может быть, эти нюансы, детали для вас откроют, ну, или вы слушайте, кстати, интуицию с учетом туза кубков, и тогда прекрасный тандем может у вас получиться, как ваши какие-то перспективы, или то, что вы бы хотели осуществить, или, может быть, это и через отношения какая-то история, по крайней мере, больше ясности, порядка вы можете в эти 10 дней своей жизни установить. Но сказать, что это что-то кардинально меняется, я пока не могу по этим двум картам. Но радость, она присутствует. Дела, работа, бизнес. Но все же я тут вижу у вас какой-то положительный момент через деньги. Девятка Пентаклей – это карта самодостаточности. И здесь как и сами деньги доходят, может быть, это какие-то предложения, для кого-то из вас и вторичный доход. Но нам показана девушка, которая буквально отдыхает. Поэтому для кого-то будет из вас проигрываться так, что, возможно, либо вы паузу, какой-то кратковременный отдых берете, потому что предыдущий период был достаточно сложный, и вам нужно, ну, привести себя в порядок или где-то передохнуть. С другой стороны, эта карта говорит еще и перемены. Девятка – это всегда по нумерологии перемен. Это перемены между прошлым и будущим. Деньги, хоть они к вам и приходят, вот я так вижу, или у кого-то могут быть предложения, когда вам могут предложить даже работу или какую-то деятельность, обещая, кстати, деньги. Тогда будьте внимательны, вы не можете что-то, опять же, не просчитав, согласиться, либо подписать какую-то бумагу, документ. Вот вам все-таки нужно быть внимательными.
Но если мы говорим по девятке пентаклей, то не просто в эти 10 дней какая-то работа или просто деньги, а тут какой-то прогресс. Но этот прогресс нужно продолжить на будущее. Поэтому и обдумывать вам тоже что-то придется. Финансы. Хотя по финансам нам сказали. Но да, вот все сказала, что обдумывать придется, потому что это переложить на какое-то далекое будущее. Марафонский забег, опять же, лет на 10-20. Может быть, это вы меняете работу, и тогда я могу предположить, что вы на ней можете остаться, задержаться надолго. Или вы можете, ну, как какой-то новый навык, ремесло, или начнете развивать свое личное дело, творчество. И для кого-то из вас это тоже будет тот доход, который надежный лет 10-20. И кто знает, может быть, если теперь вы и на работу ходите, и вторично какое-то дело развиваете, вполне вероятно, что потом на личном деле вы сконцентрируетесь. Тройка жезлов – это мы смотрим в будущее. И это всегда карта прогресса. Но пока нам показан человек, он никуда, опять же, не спешит, он останавливается. И в картах тройка жезлов нам вот этот остановившийся человек или тот, который как будто смотрит в горизонт, говорит о том, что перед тем, как ты словно совершишь вот этот прыжок в будущее, ты должен все привести в баланс и перепроверить в прошлом, чтобы тебя потом в будущем ничто из прошлого не потянуло назад. Может быть, у кого-то банковские вопросы, кредиты закрывать, правда? Я такое могу предположить. Или решать какие-то по части дома, имущества. Но есть, тем не менее, то, что мы можем свести в итоге к деньгам. Некоторые вопросы, может быть, это вопросы контрактов, провести вот, возможно, как и какую-то демаркационную линию между некоторыми вашими предпочтениями в прошлом и то, что вы планируете на будущее. Быть, по сути дела, реалистом, потому что, как и ожидания, надежды пустые должно закончиться, так и все то, что было для вас минусом, пора завершать. И карта нам говорит о том, что перед тобой сейчас открываются, по крайней мере, есть возможности буквально заработать деньги. Но мы еще, опять же, не спешим. Вот это внимание деталям может быть для вас совершенно необходимо, как математический просчет или по части ваших планов личных и каким это образом, если планы, они присутствуют, или конкретная какая-то покупка, каким образом эту сумму вы можете заработать. Вот что-то на будущее, деньги и работа, приход денег или откуда, и каким образом мне вот эта денежная энергия может помогать. Возможно, у кого-то из вас, я такое могу предположить, планируется переезд и по личной жизни тоже. Давайте откроем личную жизнь. Королева мечей, она надеется всегда сама на себя. Это карта независимого человека. И вы знаете, вам тут буквально помогает молчание где-то. Это всегда проходит, потому что прообраз Юдифи, она никому не говорила, что она собирается делать, и поэтому она вошла в историю и сама себя обезопасила. Скажи она кому-нибудь еще, и кто знает, как бы эта история закончилась. Поэтому переложите ваши намерения, может быть, и по части личной жизни на то, что вы хотите осуществить. Видимо, какой-то проект, план, и он у каждого по-своему как-то проиграется. У людей семейных, может быть, это касается в целом дел семейных, но это та мысль, которая у вас именно имела начало, или где-то вы этого именно хотите. И значит, вам придется это как-то очень красиво, элегантно и один на один какой-то вопрос решать. Я такое могу предположить. Кто-то из вас, я тоже могу предположить, уйдет с головой в работу, потому что здесь у вас что-то такое и перспективное, но и одновременно продуктивное, даже в разрезе 10 дней выпадает. Но если мы опять же про личную жизнь, у кого-то по мечам все же могут быть те вопросы, которые вам нужно еще и решить по документам. Вот есть какая-то конкретика в эти 10 дней, в эту декаду, мои дорогие девы, поэтому тут хандрить, я бы сказала, некогда. И вполне вероятно, вот эти самые надежды вы сами хотите, как я уже говорила, завершить, потому что есть та ситуация, которая вам просто надоела. Первое, прояснить что-то,
Ну, а потом, может быть, вот эта перезагрузка на будущее. Нам ведь уже показали не одну карту, которая именно говорит о том, что переход вы сейчас как будто осуществляете. Но для этого еще и какие-то гештальты, но их не так много. Но все же, даже те, что есть, нужно, может быть, что-то по закону оформить или пройти консультацию, может быть, у юриста, как отыграется закон. Если вы будете что-то осуществлять из намеченного вами, ну, или буквально быть очень осмотрительным, потому что королева мечей интеллект идет. Интеллект – это значит, мы постоянно что-то анализируем, обдумываем, проигрываем, может быть, разные варианты. Как я буду действовать, если что-то пошло не так? Допустим, план А, план Б. И, значит, если как-то будет меняться обстановка, как я еще буду действовать, ну, переложите на составляющую лично вашей жизни, как вот эту подсказку вы можете применить. Но королева мечей, мы сказали независимость. Так вот эта независимость, она не идет через доказательства, потому что готова королева мечей, если это необходимо, отступить полшага назад, чтобы к себе даже не привлекать внимания. Это вам где-то тоже помогает. Можем, конечно, сказать, что словно затаилась, но иногда в наша жизнь реальная вынуждает поступать и так. Сложная так вот неоднозначная карта и на личную жизнь. И я могу предположить, у кого-то дела в суде, к примеру, поэтому я постаралась разные вот энергетику эту вам передать, чтобы какую-то подсказку вы получили. Или неоднозначная ситуация с родственниками. Я тут тоже такое могу предположить. Поэтому будьте осмотрительны. Берегите сами себя, но берегите то, что вам дорого, любимо, ну и финансы, я бы сказала, тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.